После выпуска нескольких популярных аркадных автоматов в начале 80-х годов фирма Nintendo приняла решение о выпуске собственной консоли, работающей на сменных картриджах. Приставка появилась в Японии 15 июля 1983 года под названием Nintendo Family Computer или просто Famicom. В первый год своего существования приставка часто критиковалась как ненадежная, подверженная сбоям и ошибкам программирования. После отзыва продукта и повторного выпуска с переработанной материнской платой популярность приставки резко выросла. К концу 1984 года Famicom стала наиболее продаваемой игровой консолью в Японии. В 1985 году приставка вышла на рынок Европы и Северной Америки под новым названием Nintendo Entertainment System или просто NES. А у нас она была известна под названием Dendy. В этом видео я вам расскажу о самых продаваемых, а значит и самых популярных играх для этой приставки. В любую игру из этого списка вы можете поиграть на странице моего портала. Ссылку я оставлю в описании. Ну а теперь начнем. Воин Дракона 4. В центре сюжета игры группа героев под предводительством Избранного, которые противостоят мировому злу. Главный антагонист Царо, овладев формулой секрета эволюции и усилив ее с помощью таинственного золотого браслета, делает монстров еще сильнее и создает свои собственные воплощения. Им движет жажда мести за смерть прекрасной эльфийки Розы от рук людей. Она умела проливать слезы, превращающиеся в драгоценные рубины. Теперь Сара стремится уничтожить все человечество. Группа шахтеров, не подозревая о зле, скрывающемся глубоко под землей, пробивает туннель к запечатанной могиле повелителя зла Эстарка, высвобождая силы тьмы. Именно Эстарк когда-то изобрел изначальную формулу секрета эволюции. Наступили темные времена для человечества, и Верховный Дракон возлагает на вас большие надежды. Воин Дракона 4 была феноменально популярна в Японии под именем Dragon Quest 4, но не была выпущена на Западе до конца жизненного цикла NES, когда большинство неяпонских геймеров уже перешли на 16-битные платформы. Тем не менее, четвертая часть отличала новаторской для своего времени сюжетной системой, основанной на главах, и продолжила традицию серии, отличающуюся продуманным геймплеем, привлекательными монстрами и запоминающимся саундтреком. Позже она была переработана на PlayStation, только в Японии. Бейсбол. Бейсбол — это видеоигра от Nintendo. Она вышла в Японии в первый год запуска консоли Famicom. В США и Европе игра появилась вместе с запуском 8-битной приставки в продажу. Этот бейсбол стал хитом номер один того времени в Японии и Северной Америке. Как и в реальном бейсболе, цель игры состоит в том, чтобы набрать наибольшее количество очков. Можно играть одному как против компьютерного противника, так и вдвоем на одной консоли. Каждый игрок может выбрать одну из 6 команд. Единственное различие в игровом процессе между командами – это цвета униформы. Игра разошлась огромными тиражами. Только в Японии было продано 2 350 000 копий. А по всему миру реализовано 3 200 000 картриджей для Famicom и NES. Кунг-фу. Игра кунг-фу, также известная как Кунг-фу Мастер, а в Японии вышла под названием Spartan X. В основу японской версии лег фильм Джеки Чана «Закусочные на колесах». Игра представляет собой аркаду в жанре битэмап. Это одна из первых битэмап игр. Здесь сюжетная завязка такова. Глава криминального мира Мистер Икс похищает возлюбленную Томаса и удерживает ее в дьявольском замке. Наш отважный герой отправляется спасать свою любовь. Игроку в роли Томаса понадобится вся сила и мастерство, чтобы овладеть приемами кунг-фу. А это нужно, чтобы победить своих противников и спасти прекрасную Сильвию, которую держат в плену. Томас должен пройти все 5 этажей храма, каждый из которых заканчивается битвой с боссом. Действие игры не останавливается ни на секунду. Вражеские бойцы появляются постоянно. На прохождение каждого уровня дается определенное время. После того, как победите последнего босса, игра начнется сначала, но уже с большим количеством противников. Есть возможность поиграть вдвоем, но тут никакого кооператива, просто проходите игру поочередно. Воин Дракона 3. Третья номерная часть японской ролевой серии Dragon Quest. В
В США решили не менять устоявшуюся торговую марку и выпустили игру под названием Dragon Warrior 3. История рассказывает о Хиро, которому поручено спасти мир от повелителя демонов Барамоса. Собрав группу товарищей и отряд, Хиро должен путешествовать по миру, останавливаясь в различных городах и локациях, и пробиваться к логову Барамоса. Третья часть игры значительно расширила игровой процесс предыдущих частей. Появилась возможность свободно менять персонажа в группе. Представлен цикл смены дня и ночи, в котором определенные вещи, персонажи и квесты доступны только в определенное время суток. Еще одно нововведение – арена, на которой игрок может делать ставки на исход сражений с монстрами, чтобы выиграть больше золота. Кроме того, у каждого персонажа есть черта характера, которая влияет на скорость роста его способностей. Гольф. Самый популярный на Денди симулятор спортивного гольфа. Игра вошла в 7 стартовых игр консоли. Вы выступаете в роли гольфиста в белой или красной рубашке. Нужно первым пройти игровое поле из 18 лунок. Игра множество раз переиздавалась на различных платформах. Игра стала невероятно популярной и продалась в размере чуть более 4 миллионов копий. Excitebike. Excitebike – это аркадные гонки на мотоциклах с видом сбоку. Это одна из первых игр для приставки NES для североамериканского рынка. Здесь игроку нужно управлять мотоциклом, проезжая по трассе с препятствиями. Игроку требуется пройти квалификацию, заняв место не ниже 3-го. Нужно отметить симпатичную графику и простое интуитивное управление. Кроме того, в игре есть редактор уровней, который позволяет создать собственную трассу. Итак, вам доступно 2 режима игры – одиночная езда и гонка с компьютерными соперниками. Всего есть 5 различных трасс. Можно выбирать любую из них, так что режима прохождения как такового тут нет. Трасса считается пройденной, если вы заняли призовое место – 1, 2 или 3. После 5-го трека трассы начнут повторяться, но уже с чуть более жесткими требованиями по времени. Zelda 2. Приключения Линка. Zelda 2. Приключения Линка является экшен-ролевой игрой для консоли NES, разработанной и выпущенной компанией Nintendo в 1988 году. Это вторая игра из серии Zelda, и она является прямым продолжением первой игры. Игра происходит после событий оригинальной игры, когда главный герой Линк должен был спасти принцессу Зельду, которая была проклята и заснула глубоким сном. Чтобы разбудить Зельду, Линку необходимо собрать фрагменты тетры, магического артефакта, который может разбудить принцессу. В отличие от своего предшественника, Zelda 2. Приключения Линка имеет измененную механику игры и геймплей. Здесь вам станет доступна свободная эксплорация большого мира, состоящего из деревень, подземных темниц и различных локаций. Игра комбинирует элементы платформера, боевика и РПГ и включает в себя усиленную систему уровней, в которой Линк может повышать свои характеристики и умения, прокачивая опыт и собирая предметы. Доктор Марио. Игра-головоломка по типу 3 в ряд. Суть игры Доктор Марио заключается в том, что Доктор Марио проводит некоторые эксперименты над вирусами, но они вышли из-под контроля. Теперь перед ним стоит задача экстренно ликвидировать угрозу стремительно расплодившихся вирусов. Для этого ему придется применить все свои знания и умения. Вы в роли Доктора Марио кидаете двухцветные пилюли в бутылку, что является игровым полем. С помощью пилюль игроку необходимо обезвредить 3 разновидности вирусов, помещенных в сосуд. Игра напоминает знаменитый Тетрис. Пилюля состоит из 2 разноцветных половинок. Их можно вращать и составлять ряды одинакового с вирусом цвета. Одноцветная конструкция исчезает. Уровень считается пройденным, если вы сможете обезвредить все вирусы. В игре есть режим для двоих, в котором каждому игроку предоставляется отдельное игровое поле. Надо очистить поле быстрее соперника. Тетрис. Игра-головоломка, которую придумал советский программист Алексей Пожитнов. Правила довольно просты. Случайные фигурки падают сверху, перемещая и вращая их, вам нужно собрать фигуры в ряд. Игрок получает очки за каждый заполненный ряд, который исчезает. Права на распространение игры получила компания Nintendo. Версия для NES получила 2 режима.
Легенда о Зельде. Легенда о Зельде — это классическая приключенческая игра, разработанная и выпущенная компанией Nintendo для игровой консоли NES в 1986 году. Игра стала одной из самых популярных и влиятельных игр в истории игровой индустрии. История игры разворачивается в вымышленном королевстве Хайрул, где игрок управляет героем по имени Линк. Целью Линка является спасение принцессы Зельды. Игроку предстоит исследовать различные подземелья, сражаться с врагами, решать головоломки и собирать предметы, чтобы прогрессировать в игре. Super Mario Bros. 2. Super Mario Bros. 2 — это классический 2D-платформер с боковой прокруткой. Цель состоит в том, чтобы провести персонажа игрока через подсознание мира и грез и победить главного злодея Варта. Перед каждым этапом игрок выбирает одного из 4 героев – Марио, Луиджи, Жабу и принцессу Пич. Все 4 персонажа могут бегать, прыгать и взбираться по лестницам или виноградным лозам. Но каждый персонаж обладает уникальной силой, которая заставляет управлять им по-разному. Например, Луиджи может прыгать выше всех. Принцесса Поганка может плавать. Сила Жабы позволяет ему быстро собирать предметы. А Марио представляет собой наилучший баланс между прыжками и силой. Super Mario Bros. 3. Super Mario Bros. 3 — это платформер, разработанный и выпущенный Nintendo для игровой консоли NES. Игра была выпущена в Японии в 1988 году и стала одной из самых популярных игр на NES. История Super Mario Bros. 3 начинается с того, что земля королевства грибов оказывается под угрозой со стороны Боузера, злобного черепахи-короля. Боузер похищает принцессу Пич и отправляется в свой замок, также он намерен захватить весь мир. Марио и его брат Луиджи отправляются на спасение принцессы и спасение королевства грибов. Игра состоит из 8 миров, каждый из которых имеет свою уникальную тематику и препятствия. В каждом мире есть несколько уровней, которые игрок должен пройти, чтобы продвинуться дальше. В конце каждого мира игрок сражается с Боузером или одним из его приспешников. Super Mario Bros. Кто же не знает игры под названием Super Mario Bros? Именно эту игру знают абсолютно все. Игра носит по праву звание самой продаваемой игры за всю историю видеоигр. Вы играете за водопроводчика по имени Марио, который в грибном королевстве спасает принцессу от злобного Боузера. Игра Super Mario Bros. Представляет классику жанра среди игр на Денди. После выхода братьев Марио она быстро стала очень популярной и даже сейчас имеет миллионы поклонников по всему миру. Ее продажи были невероятными. 40 миллионов 240 тысяч копий было продано по всему миру. Пока все. В следующем ролике я покажу вам топ-50 самых продаваемых игр для приставки NES. Он будет без комментариев, только сухая статистика. А в игры на Денди вы можете поиграть прямо онлайн на страницах моего портала. Ссылка будет в описании.